Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Бани Тильда. Сегодня предлагаю связать рюкзак для игрушки. Сзади он на лямках и также присутствует еще ручка. Для этого вам понадобится, конечно же, пряжа. Вязала я крючком номер 2,5. Понадобится пуговичка, ножницы, ну и иголка. И если вам нравится такой рюкзак, присоединяйтесь, свяжем вместе. Итак, вяжем первый ряд. Для начала давайте наберем 10 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И во вторую петлю от крючка вяжем прибавку. То есть 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше вяжем 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В последнюю петлю вяжем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. По второй стороне вяжем точно так же 7 столбиков сначала. Эту ниточку сразу, кончик нити, мы ввязываем в вязание. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В последнюю петлю, куда мы вывязывали 2 столбика без накида, вяжем также 2 столбика без накида. Первый и второй. Присоединяемся в первый столбик этого ряда. Сделали соединительную петлю, делаем воздушную петлю, вяжем второй ряд. В эту же петлю, куда присоединялись, вяжем прибавку. Раз, два. Во вторую петлю вяжем также прибавку. Раз, два. Дальше вяжем 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. В эти 4 петли нам нужно провязать 4 прибавки. Первая прибавка. Вторая. Третья. И четвертая. По второй стороне вяжем также 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4,
5, 6, 7. И в последние 2 петли вяжем по прибавке, то есть каждую петлю по 2 столбика. Раз, прибавка, и 2 прибавка. Вяжем соединительный столбик в первый столбик этого ряда. Я вяжу туго. Так, третий ряд. Вяжем в эту же петлю столбик без накида. Дальше вяжем прибавку. Раз, 2. Далее вяжем 11 столбиков. Первый, второй, третий, 10 и 11. Дальше вяжем прибавку. Два столбика. И опять прибавка. Дальше вяжем 11 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 10, 11. В следующую петлю вяжем прибавку. 1 столбик без накида. И соединяемся в первый столбик без накида этого ряда. Следующий ряд. Вяжем 2 столбика без накида. Начинаем всегда с той же петли, где заканчивали. Первый, второй. Далее вяжем прибавку. 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. И опять вяжем прибавку. И опять 3 столбика. Раз, 2, 3. Что же это? Прибавка. И опять раз, 2, 3, прибавка. Дальше вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. В следующую петлю вяжем прибавку. Далее вяжем 3 столбика без накида. Раз, 2, 3, прибавка. И опять раз, 2, 3, прибавка. И еще раз. Раз, 2, 3, прибавка. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. И присоединяемся в первый столбик этого ряда. Следующий ряд будем вязать столбиками без накида по одному в каждую петлю предыдущего ряда. Начинаем с этой же петли, куда присоединялись. Довяжите этот ряд столбиками без накида по одному в каждую петлю предыдущего ряда.
Итак, я довязала ряд, нить отрезала. Теперь присоединяю в первый столбик этого ряда, ввожу нить и вот за эту полупетлю, откуда выходит нить, вывожу кончик нити на обратную сторону. Здесь закреплю. Потом эти ниточки обрежу. Я перехожу на нить другого цвета. Отрежу их сразу. Так, теперь давайте найдем вот эту середину. Так, пополам. Первый ряд боков рюкзака будем вязать за задние полупетли, то есть за заднюю стенку петли. Вставляем крючок, присоединяем нить, делаем воздушную петлю и, начиная с этой же петли, вяжем весь ряд столбиками без накида. Хочу сразу также обратить внимание, что все ряды мы будем начинать с той же петли, куда присоединялись, а присоединяться мы всегда будем не в воздушную петлю, а именно в столбик без накида, чтобы наш шов, соединения вот эти шли ровно, не уходили в бок. Довяжите этот ряд столбиками без накида за заднюю стенку петли до конца. Итак, я довязываю ряд, присоединяюсь к столбику этого ряда. Так, далее 13 рядов мы будем вязать столбиками без накида по одному в каждую петлю предыдущего ряда, начиная с этой же петли. Вязать уже будем за обе стенки петли. Итак, давайте провяжем 13 рядов. Не забывайте присоединяться в первый столбик и начинать с этой же петли. Итак, после того, как провязали 13 рядов, теперь мы будем формировать дырочки под шнурок. Воздушная петля подъема, сюда же вяжем столбик без накида. Дальше вяжем 2 столбика, первый, второй. Воздушная петля, одну петлю основания пропускаем и со следующей вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, петлю основания пропускаем и со следующей вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Опять воздушная петля, петлю основания пропускаем и вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем воздушную петлю, петлю основания пропускаем и вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем воздушную петлю, петлю основания пропускаем и вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, петлю пропускаем, вяжем 2 столбика, первый, второй. Воздушная петля, вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, петлю пропускаем и 2 столбика без накида.
присоединяемся в первый столбик без накида этого ряда. Следующий ряд вяжем также столбиками без накида по одному столбику в каждую петлю основания. В воздушную петлю также вяжем столбик без накида. Я довязала ряд, нить обрезала и буду присоединять. Ввожу сначала сюда петлю в нить, а затем назад. Здесь нить, конечно, закрепляем. Так, ну, верх рюкзака готов. Нам нужно теперь связать клапан. Итак, вяжем клапан. Набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Начиная с второй петли от крючка вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В последнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. По второй стороне цепочки также вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2. Кончик нити я сразу ввязываю в вязание. 3, 4, 5, 6, 7 и в последнюю 8. Разворачиваем вязание и начиная с этой же первой петли вяжем также 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее вяжем 3 прибавки. Первая прибавка, вторая и третья. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. 1, 7 и 8. Подхватываем нить, но уже провязываем нитью другого цвета. Все, серую нить отрезаем. Этот кончик я тоже уже обрежу, чтобы он мне не мешался. Разворачиваем вязание. Начиная с этой же петли вяжем 8 столбиков без накида. 1, эту ниточку я тоже сразу вяжу.
Что такое? 2, 3, 7, 8. Дальше вяжем так, прибавка, столбик без накида, опять прибавка, столбик без накида и опять прибавка, столбик без накида. До конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 6, 7 и 8. Следующий ряд. Разворачиваемся, начинаем с этой же петли, вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 7, 8. Дальше вяжем прибавка, 2 столбика без накида, прибавка, 2 столбика без накида и опять прибавка, 2 столбика без накида и до конца ряда довязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8. Разворачиваем вязание и также, начиная с этого столбика, вяжем 8 столбиков без накида. 7, 8. Дальше вяжем прибавка, 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Опять прибавка, снова 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Прибавка. Ну и дальше до конца ряда вяжем столбиками без накида. Довязали ряд, разворачиваемся и также сначала вяжем 8 столбиков без накида. 2, 7, 8. Далее вяжем прибавку. 1, прибавка, дальше 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И опять делаем прибавку, 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем прибавку и вяжем до конца ряда. Итак, я довязала ряд, ввожу в последнюю петлю и ввожу серый цвет. Разворачиваем вязание. Эту нить уже можем обрезать. Начиная с этой же петли вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и
Где-нибудь здесь делаем прибавку, чтобы не загнуло края клапана. Так. Теперь вяжем до середины вот этой петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Так. Вяжем в следующую петлю столбик. Затем 7 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сюда делаем соединительный столбик, вяжем. И дальше вяжем столбиками без накида. Раз, два, три, 4, 5. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще провяжем 3. Не, давайте здесь сделаем прибавку. Так, да, и довязываем ряд до конца. Итак, я довязала ряд до конца. Нить отрезаю. Эти ниточки нужно все спрятать, закрепить. И будем присоединять клапан уже к самому рюкзаку. Я вставила нить в иголку. Будем пришивать. Я буду вовнутрь пришивать. Ориентироваться буду. Вот у нас шов. И вот, чтобы он был посередине. Так. И получается вот так, да. Ввожу здесь, потом сюда, то есть по краю прям прошиваю. Так, следующую. Дальше сюда. В общем, давайте пришьем его до конца такими стежками. Так, ну я клапан пришила. Это вот так. Теперь давайте свяжем шнурок где-то приблизительно 50-60 воздушных петель. Я сейчас наберу и скажу примерно, сколько я набрала. Я набрала цепочку из 60 воздушных петель, вставила в иголочку и теперь буду вставлять шнурок. Так, теперь где у нас вторая? Вывожу сюда. Сюда и вот сюда. Назад уже. То есть это вот так. Ввожу опять в первую. Сюда. Так, с этой стороны вот она. И вот. Лишнее отрежу.
И вот что у нас получилось. Теперь нам нужно связать лямки. Итак, будем вязать лямки. Так что у меня камера не фокусируется. Где-нибудь, ну, вот здесь можно присоединиться. Присоединяю нить серого цвета. И свяжем 40 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Итак, 40 воздушных петель я связала. Теперь примерно вот так по линии присоединяюсь вот за эти полупетли и вяжем соединительный столбик. Теперь разворачиваемся и вяжем по цепочке соединительные петли. Так. Давайте провяжем по всей цепочке соединительные петли. Я довязала соединительными петлями по всей цепочке. Соединительную петлю здесь я не делала, я просто эти кончики нитей выведу сюда. И здесь их между собой свяжу, сделаю узелок. Вторую лямку свяжите точно так же. Так, у меня лямки готовы. Давайте свяжем ручку. Присоединяю нить. Свяжу 15 воздушных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот сюда присоединю ее. Все. Эти ниточки нужно будет вывести назад, там их закрепить. И отрезать сюда. И сюда. Я сейчас их закреплю, отрежу остатки и пришью пуговичку. Я пришила пуговичку, спрятала все ниточки. И вот такой рюкзачок у нас получился. Всем спасибо и до новых встреч!